Я хочу пару слов сказать, потом я передам слово Вике и Диме. То есть, кто такая Роксана, чтобы вы понимали. У нас есть супер замечательный офлайн. Многие из вас знают его уже. Это Джеймс Байби, который всей душой безумно вообще любит Россию. Он был в России уже несколько раз, к нам приезжал. И несколько раз он к нам приезжал во время семейных мероприятий, то есть он выбрал Россию, предпочел Россию, скажем так, времени с семьей. То есть это человек, который реально стоит за очень многими моментами, в которых он нам помогает. Очень сильно помогает вообще России, нашей команде, вот, Дутеро в России. Такой, знаете, вот негласный, как сказать, негласный помощник. Вот, потому что очень многие моменты не могли бы случиться без него. И вот Роксана как раз-таки его жена. И на следующем месяце на конференцию Дутеро в России, вот в конце апреля, Джеймс снова к нам приезжает, вот, и он будет с нами с четверга по понедельник, то есть включая воскресенье, вот, а воскресенье это тоже такой семейный день, вот, но он сказал, я ни за что не пропущу Пасху с русскими, вот, поэтому он уже был на Пасху в России пару лет назад, ему очень понравились наши традиции, особенно это вот битье яйцами. Вот, то есть он сказал, я останусь на Пасху и буду с моими русскими. Вот, поэтому я передам, да, слово Вике и Диме, то есть они тоже представят Роксану, как они считают это нужным. Ну, то есть я просто хотела бы вам сказать, что это люди, которым вот, я лично безумно благодарна, да, своей офлайн. И надеюсь, что те из вас, кто приедет, надеюсь, что многие из вас смогут приехать в апреле, чтобы пообщаться с Джеймсом лично, вот на всех наших командных мероприятиях. То есть это люди, которые сделали себя сами. То есть они не из богатой семьи. У них, по-моему, 5 детей, все мальчишки. Вот, то есть люди, которые реально из вагончика, вот я реально говорю, из вагончика, в котором они жили, стали миллионерами. То есть люди, которые сделали себя сами. Вот, то есть прошли через огонь, воду и медные трубы, и очень много было у них преград, конечно же, на пути, когда они начинали с Дутеро, то есть у них не было опыта в сетевом маркетинге, вот они его терпеть не могли, особенно Роксана, вот, поэтому я думаю, что вы много-много-много всего узнаете сегодня. Готовьте свои вопросы, у вас у каждого будет возможность задать свои вопросы Роксане. Все, Вика, Дима, я передаю вам слово. Спасибо, Оль. Тепло приветствуем всех вас. Роксану, мы очень ждали этой встречи. Хочу просто добавить еще пару слов про Роксану и Джеймса. Они сделали очень много для того, чтобы Дутеро смогла открыться в России. Они помогали все эти годы нашей команде, поддерживали, оказывали колоссальную поддержку, да, Оля немножко об этом уже сказала, и продолжают сейчас нас помогать в том, чтобы идеально настроить все бизнес-процессы здесь, в России. Мы очень им за это благодарны. И мы очень рады, что Роксана смогла присоединиться, она поделится своим ценнейшим опытом, поэтому активно участвуйте и учитесь, получайте вдохновение и наслаждайтесь этим временем. Roxanne, so we're ready to start. Are you here with us? I am here. Can you hear me? Is my audio okay? Yes. Yeah, we even can see you. We can see. Да, мы видим вас. Well, go ahead. So happy to have you on the call and learn from you. So, question number one. Я задам на русском этот вопрос. Роксана, ты сразу стала строить бизнес, начала строить бизнес. Что послужило причиной того, что у тебя изменилось сознание от «я никогда не буду заниматься сетевым маркетингом» до профессионала в сетевом бизнесе? Yes, so I did not start
building the business right away. Vika, how do you want me to just speak a sentence and then wait for you to translate? Yes, would be good. Я не сразу стала развивать бизнес. Because James, actually, you know James, he was excited about the business potential of doTERRA. I was not. Вы знаете Джеймса, вот он первый увидел большой потенциал в doTERRA и сразу включился, но я нет, я сомневалась. And if you wonder what I'm looking at to the side, I sent Vika my story, which of course I know in my mind, but I want to try to follow what I sent to her and not go all over the place. So. Если вам интересно, почему я смотрю в сторону, там просто написана моя история, я, конечно, ее идеально знаю, но просто я хочу следовать тому плану, который я написала. And before I do that, I just wanted to put some Siberian fur on because, you know, thanks to you, we have this amazing oil and your beautiful lands. So I'm just going to put some. So if you have any oil near you, it doesn't have to be Siberian fur, something else. You know, feel free to put it on. И перед тем, как я продолжу, я нанесу масло сибирской пихты. Оно из России, и если у вас есть оно под рукой или какое-то другое масло, давайте, наносите на себя. Okay, terrific. That makes everything better, right? Здорово, теперь лучше, правда? Okay, so for me, I thought essential oils were only for massage therapists or people who got massages all the time. Я думала, что только массажисты используют масла или люди, кто приходит на массаж. And so I was also hesitant or didn't want to get involved because we had been involved in another network marketing company before, and that didn't work out. У меня не было желания вовлекаться в бизнес, потому что я сомневалась, потому что у нас уже был отрицательный опыт в другой сетевой компании. And so one of the reasons that I felt worried was I lost a lot of friends when we quit the other network marketing company, and I didn't want to do that again. It felt like I lost a lot of friends. I didn't want to lose friends. И одна из причин, почему мне не хотелось вовлекаться, потому что в той сетевой компании у меня было много друзей, и мне пришлось их потерять, и мне не хотелось переживать это снова, боялась, что это повторится. So it was really the oils that ended up changing my mind because I had no intention of doing doTERRA as a business. I told James, you can do it, and I will support you, which meant I didn't do anything. Но именно масла изменили мое отношение. Я Джеймсу сказала, ты, если хочешь, занимайся, я тебя поддержу, что, в принципе, означало, не буду ничего делать. And the first, I had two really significant experiences with the oils. The first one was I had headaches happening regularly. So maybe anyone who has had headaches that have been regular in their life or still has them, please raise your hand. И в моей жизни произошло два таких значительных случая, когда я почувствовала силу масел. Первое, меня мучили головные боли. И если у вас есть такая проблема, то поднимите руку. Регулярные головные боли. Или плюсики поставьте, у кого регулярные головные боли. Yes, you will, most of us work with someone who has had headaches if we don't have headaches ourselves. It's such a common issue. And it was making this, when I was in this pain all the time, because I didn't want to take a pain reliever, I was kind of a mean and angry, more of an angry person because I was in pain. И когда в моменты боли я становилась очень злой, потому что мне было очень некомфортно. And James said, you should try some of the oils. And I was thinking, no, just shut up about these oils. И я не хотела принимать обезболивающие лекарства, чтобы не было побочных эффектов для организма. И Джеймс предложил мне попробовать масла. Я сказала, нет, отстань от меня со своими маслами. But I tried Deep Blue on the back of my neck. We didn't have past tense at the time. And it took the edge off.
Но все-таки я попробовала Deep Blue, на заднюю часть шеи нанесла, в то время у нас не было пастенса. And I started using it a lot. So every time I had a headache, I would use it. And then when the pain came back, I'd put it on again. So I got some bumps on my neck where I was using it. So I got like a little rash. И я стала регулярно наносить Deep Blue на шею при головных болях, и наносила повторно, и от этого я помню, что у меня даже на коже были высыпания. And I remember thinking, I don't care if I'm allergic to these, because I didn't understand that you can't be allergic to them. But I thought, I don't care, because it's helping. И я подумала, неважно, если у меня аллергия, мне все равно, масло помогает, это самое главное. And I envisioned myself buying a whole truckload of Deep Blue to supply my whole life with, because I was going to have headaches my whole life. И я подумала, что мне понадобится вообще вагон такого масла, чтобы хватило мне его до конца жизни, потому что мне временами казалось, что боль никогда не пройдет. But after using it so frequently for about a month and a half, every time I had headaches, my headaches just went away. Но после применения Deep Blue на протяжении 1,5 месяцев мои головные боли прекратились. And I rarely get a headache now. Like I'll just get one on occasion, very rarely. И у меня теперь очень редко болит голова, почти никогда не случается этого. So I absolutely have a different life now, just thanks to that one oil. Поэтому сейчас у меня совершенно другая жизнь благодаря одному маслу. And the other experience I had was we had 3 little boys at the time, so 6, 4, and 2 years old. И вторая история. У нас в то время было 3 сына, 6, 4 и 2 года младшему. And the 2-year-old is a very active boy even now that he just turned 12. But at 2, he was extremely active, and I couldn't get him to take naps. И он был очень активным мальчиком, таким непоседой, даже сейчас, в 12 лет, он таким остается. И в 2 года особенно он не хотел засыпать днем. So, maybe you've taken care of a baby who won't sleep when they need to sleep. If you have, raise your hand, because it is hard, really hard. Если вы пытались положить ребенка спать днем, то поставьте плюсики в чате. А он не хочет, если ребенок не хочет. Это очень-очень сложно. I was trying all the things that you can do to help your baby sleep. Nothing was working. Чего я только не пробовала, чтобы помочь ему заснуть днем, ничего не помогало. And so finally I thought, well, maybe I will try this Serenity oil. И наконец-то я подумала, может быть, я попробую масло Serenity. I put some on his spine and on the bottom of his feet, and he fell asleep immediately and slept for the longest nap he's ever had. And he woke up very happy. И я нанесла это масло на спину, на ступни ног, и он проспал, это был самый длительный его сон, и я была очень счастлива. And I thought, this cannot be. It cannot work that fast. I will have to prove that this is going to work. And so I thought, I will do an experiment every day. И я подумала, неужели эта масло сработала? Наверное, это какое-то совпадение. Я проведу эксперимент и буду каждый день смотреть, что будет случаться. And the days that I would get on the phone and I would forget to put the oil on him, he might fall asleep, but he would only sleep about 30 minutes and wake up crying. И я заметила, что в те дни, когда я разговаривала по телефону и забывала нанести масло, то малыш засыпал, но очень быстро просыпался и просыпался в слезах. And the days that I would put the oil on, he would sleep longer and he would wake up happier. А в те дни, когда я наносила масло, он спал дольше и просыпался радостным. So I remember deciding after that, I was so frustrated that I was wrong, but the oils work. And I thought, I've got to tell every mother who has got a headache or who can't get their baby to sleep or whatever, I've got to tell them I have a responsibility to do this.
И, наконец-то, я сама себе призналась, что все-таки это масла сработали. И тогда я решила, что я должна рассказать другим мамочкам об этих маслах, которые страдали так же, как и я, у кого не спали детки или у кого-то была головная боль. So I believe the oils can change even the most frozen hearts. And thank heavens James was very patient with me. And so if you're working with someone who's very resistant, be patient. И поэтому я верю, что масла могут растопить даже самые холодные сердца. И Джеймс был очень терпелив со мной, поэтому если вы работаете с людьми, которые как-то еще сопротивляются к маслам, постарайтесь и вы быть терпеливыми с ними. Excellent. So that's, sorry, I know, long answer, but that's number one. Great story. Отличная история. Thank you, Roxanne. Question number 2. У Роксаны очень успешный бизнес. Сколько человек в твоей команде, Роксана, и используешь ли ты какую-то бизнес-систему? Многие говорят о дубликации бизнеса. Что такое дубликация и почему она является ключевой для построения успешного бизнеса? It's such a great question. I believe that it's important to remember that everyone starts their business with one person. Отличный вопрос. Помните, что все начинают бизнес с одного человека. So even our team now is 240,000 people, but it started with one. И хотя в нашей команде сейчас 240 тысяч человек, мы начали с одного человека. And you are also connected to my sister and her husband, who are right above me in the organization, and James, right? And they have a much bigger team than we do, but they started with just one. И вы также являетесь частью команды моей сестры, которые находятся над нами в структуре. Вы их знаете, и их организация, команда гораздо больше нашей. Но они тоже начали с одного человека. And as each of those of you who are teaching people about the oils and teaching them about building the business, you know it can take a lot of time to train people. И если вы обучаете людей маслам, то согласитесь со мной, что много времени занимает обучение людей. So we knew that it was very important to have a system in place so that we didn't have to every time try to, send just separate emails of everything you need to train or try to remember in our mind what to tell them. It just doesn't work that way. You need a system. И мы поэтому поняли, что очень эффективно иметь систему обучения, чтобы не пришлось каждому человеку отдельно высылать имейлы и какие-то инструкции. Поэтому мы почувствовали, что система такая очень нужна. And I'm so grateful because my sister and her husband, so Natalie and Andy Goddard, they spent thousands of hours of time creating the empowered success system that we get to use. Live, share, build guides and launch. И я очень благодарна, что моя сестра с мужем потратили тысячи часов на то, чтобы создать эту систему для эффективного построения бизнеса. Это 4 руководства. Давайте я покажу. Живи, делись, создай доход и старт бизнеса. And as we think about duplication, I like to think about the example of someone climbing a big mountain. И когда мы говорим о дупликации, мне нравится пример с тем, кто поднимается на гору, на вершину горы. There will be places on the mountain that are dangerous and places that you can't pass, or that if you go a different way, it will be easier, right? На горе есть разные места, то есть есть опасные места, есть тропинки такие проходимые. And these guides are like having someone to tell you which way to go up the mountain. Because my sister, Natalie, and Andy Goddard have already been up the mountain. And so we should all just follow what they said to do to get up the mountain instead of trying to decide that we know a better path. И эти гайды, эти руководства как раз и есть ваши путеводители
для того, чтобы забраться на эту гору, потому что Нетали, Энди, они уже там, они уже прошли этот путь сами. And it is such a blessing that you have these already translated into Russian. So I know Vika, Olga, all the, you know, Dima, everyone has been involved in that process, and I'm so thankful. Thank you for all the. И это такое счастье, что у вас есть эти пособия, и я знаю, что Ольга и другие люди приложили усилия для того, чтобы перевести их, и они у вас появились. It will make it so that you can grow your business so much faster. Благодаря этим руководствам ваш бизнес вырастет гораздо быстрее. That's the answer to that question. Это ответ на вопрос. Thank you, Roxanne. Number 3. Была ли у тебя система дубликации с самого начала, и как ты начала ее внедрять, и как это отразилось на твоем бизнесе? Okay, so as I said, you know, this hasn't always been around, this system. And so in the beginning, we did a lot of things wrong, right? We tested things, and some things didn't work, some things did. So you don't have to do that. Как я уже сказала раньше, нет, вначале у нас вообще ничего не было, и мы много ошибались, пробовали много всего, но не надо так делать, как мы. Our business changed when we started implementing this because it made it so much faster for people to grow. They didn't have to wait to get an appointment with us or to get on the phone and hear from us on how to do doTERRA as a business. Наш бизнес очень быстро вырос благодаря этой системе, потому что гораздо проще стало работать, и люди не ждали, когда свяжутся с нами по телефону, чтобы получить обучение и так далее. То есть они благодаря этим руководствам работали с этими руководствами. I felt like before, when we didn't have this system, it was kind of like when you hurt your hand, like if you've ever hurt a finger or a part of your hand or your whole hand. Oh, am I losing you? Can you hear me? Yes. Yeah, do you want to translate that and then I'll finish it? Yes. И когда у нас не было системы, я могу привести такой пример, сравнить это с вашими руками, например, или с пальцем. Когда вы пораните руку или пораните палец. When you try to do your everyday tasks without that hand, whether it's your right or your left, it doesn't matter. It's very hard to do your tasks well, right? И вот если вы пораните руку, неважно, правую, левую, то вы не сможете ими работать, вам трудно будет выполнить задание, правильно? Even just one finger can make it hard to do everything if you have a finger that hurts. Даже если будет поранен один палец, то уже работа становится сложнее. So when we got the system and we had these guides, it was like having hands, because now we had tools that could work for us. Поэтому эти руководства можно сравнить с вашими руками. Это потрясающий инструмент, который помогает в вашей работе. So I can't impress enough on how, if you will use these guides and understand them and make them live for your team and come alive, that it will change your business. Поэтому, если вы будете ими пользоваться, то они помогут вам быть более эффективными, бизнес будет расти быстрее, и все изменится. Thanks, Roxanne. Question number 4. Многим людям свойственно изобретать велосипед. То есть есть система дубликации уже готовая, но они не адаптируют ее и говорят, что она не работает и все равно делают по-своему. Что ты можешь сказать таким людям? So I believe one of the reasons that many people start a business like doTERRA is because they want to have control over what they do and their time. Я считаю, что одна из причин, по которой люди начинают строить бизнес, например, такой как doTERRA, они хотят все контролировать.
And so I try very hard not to tell people what to do because no one wants another boss. Поэтому я очень стараюсь, чтобы не говорить людям, что делать, не быть их начальником, потому что это не нравится никому. And I let them decide, but I explain to them that the guides are something that are going to make their life easier. И я даю им возможность, конечно, выбора, но объясняю, что эти руководства гораздо облегчат их жизнь и бизнес. In the end, everyone gets to choose. This is all of our own businesses. Конечно, выбор за вами, потому что это ваш бизнес. And I have had people who have said, I'm going to spend time creating something on my own. И у меня были люди в команде, которые говорили, я сам знаю, что делать, сам создам систему и буду работать. Most of the time, those people, their businesses do not grow during that time because they can't do both. И как в результате этого бизнес их не растет в течение этого периода времени, потому что нет дубликации. I personally get so excited helping people with the oils and seeing their life change. So I would much rather do that than work on creating a system that when we already have one. И меня очень вдохновляет, когда я работаю с людьми, рассказываю им о маслах, и их жизни меняются, поэтому я буду лучше использовать эту систему и буду видеть, как быстрее изменяются жизни людей. That's it. That is great. Question number 5. Какие ключевые шаги ты порекомендуешь нужно делать, чтобы начать бизнес doTERRA правильно? Great. Well, the first goal always is to be a product of the product. Первое, конечно же, быть продуктом своего продукта. I love how Oksana is nodding her head. Мне нравится, как Оксана кивает. Because without knowing how to use the oils in your own life and how they're working for you and the supplements, and Russia probably has a slightly different offering than the US, but whatever you have in Russia, you need to know how to use all of it. Используйте масла, добавки. Я не знаю, какой ассортимент у вас в России, но все, что есть, используйте. Используйте всю продукцию. It doesn't mean you have to know everything about it, okay? But at least 1 or 2 uses in your own life. If I'm telling someone to buy an oil, I can't not have tried it, right? Это не значит, что вы должны знать, как все использовать, но хотя бы 1-2 применения к этому продукту. Потому что если я рекомендую человеку купить масла, а сам его не знаю, то что получается? Okay, this wasn't in my original email, Vika, but do you have basil in Russia? Yeah, basil. No, not yet. Not yet? Okay, never mind then. I was gonna say, it's a great one to use when you're feeling tired, but there's lots of other ones for that. Peppermint. But we can order it. Wait, базилик, люди же могут заказать его с НФА. We can order it from US. Okay, so you guys can get it. Okay. Yes. So I just thought of, it's nice to know how to use some of the oils that are kind of unique that you maybe don't know how to use. Я хотела привести пример с базиликом, потому что это, такое не часто распространенное масло, и как его использовать. It's amazing for the adrenal glands, and we get so stressed and so tired working very hard with everything we do. Это масло очень хорошо помогает, помогите мне, adrenal glands. Надпочечники. О, спасибо, для надпочечников, потому что мы устаем. Именно помогает при уставших надпочечниках. Из-за стресса, из-за нагрузки сильнейшей на организм. And so what I like to do with the basil is I put a drop on my hand and I lick it off.
И как мне нравится в этом случае использовать базилик, я капаю его на руку и слизываю. Or you can put it straight from the bottle in your mouth, of course. Или вы можете из флакончика капнуть в рот. It tastes interesting. Интересный у него вкус. But within about 10 minutes, I feel a very natural energy lift. Но буквально через 10 минут я чувствую естественный подъем энергии. So I know it's going into the adrenals and it's helping to renew. И поэтому я чувствую, что это масло дошло до надпочечников и помогает обновлению. So that's an example of how you can be a product of the product. And Roxana, can you see Oksana is already implementing I it? was just gonna say, Oksana went and got it. Yes, that's awesome. Здорово, Оксана уже пробует. Yes, actually, that exact attitude is what you're looking for with usage. Is if you use your product that intensely, you will attract people who do the same. Вот это правильное отношение к продукту, потому что если вы будете сами его активно использовать, то вы привлечете людей, которые будут делать то же самое. Terrific. So, okay, so the first thing, of course, product of the product, right? You're just gonna, but think of it like this. If you owned a McDonald's franchise. Итак, первое, быть продуктом своего продукта. Подумайте, вот такой пример вам приведу. Если вы владеете Макдональдсом. Would you go and, you guys know what Burger King is in Russia too, right? Вы знаете, что такое Burger King? Угу. И вы пойдете в Бургер Кинг покупать гамбургер. You shouldn't. You own a McDonald's. Надо, у вас есть Макдональдс. So the example is that if I have a product that I can buy from doTERRA, it's my business. I should use that product instead of buying something else. Поэтому на этом примере мы учимся, что если вы хотите купить какой-то продукт, купите в doTERRA, потому что это ваша компания, нежели где-то в другом месте. And the good thing is, all of our products are incredible. I have been involved with other companies where not so much, and you kind of just forced yourself to use them. Но хорошие новости о doTERRA — это то, что вся продукция прекрасна. Я пробовала какую-то продукцию в других компаниях, и я скажу, что не вся она была настолько хорошей. So doTERRAs are easy to use. I get totally panicked if I have just one left of anything, whether it's the hand soap or whatever. Поэтому в doTERRA, конечно, такого нет. Здесь вся линейка, весь ассортимент прекрасен. И со мной приключается паника, если у меня остается какой-то один продукт, мыло для рук или еще что-то. That's how you know that you guys are involved in the right business, because the product is so strong. Это признак того, что вы в хорошей компании, если весь продукт качественный, очень качественный. When people come into your kitchen and your bathroom and your home in any way, they should see doTERRA and know that you use doTERRA. Когда люди приходят к вам в дом, они должны видеть продукцию в ванной, в кухне, везде по всему дому, видеть то, что вы пользуетесь doTERRA. This will give you very solid product experiences so that it's easy for you to share. И это даст вам очень сильный опыт применения продукта, и вам будет легко этим делиться. Your second goal is to go through the guides and basically understand them and do the steps that it says in the Live, Share, Build. И ваш второй шаг — это пройтись по руководствам, по гайдам. Живи, делись, создай доход и старт. Да, спасибо. И следовать шагам, которые там прописаны. Once you have those 3 guides that you've gone through, then you're going to do the launch, which is going to teach you how to go to elite.
Прошу прощения, Роксан сначала сказала про 3 первых гайда: живи, поделись и создай доход. А потом, когда вы эти пройдете, то тогда переходите к старту вашего бизнеса. Yes, great. And raise your hand if you're already elite. Поставьте плюсик, если вы уже элит. А лучше включите экран и поднимайте руку. I so wish I spoke Russian. It's so frustrating. Как говорить по-русски? I said, raise your hand and open your screens and just show your faces and raise your hand. Good job. Thank you. Девочки, Роксана, just a second. Я включила большой экран, чтобы нас всех было видно, поэтому если вы элиты, включите свои экраны и поднимите руку. Но я тоже поднимаю руку, вы знаете, что я в халате здесь сижу, вот, поэтому я подняла руку, что я уже была элитом. That's awesome. I love it. Здорово. You guys are amazing. And those of you who aren't elite yet, it is so attainable because you can see all these people who are reaching it, right? А тот, кто еще не элит, все настолько реально, потому что вокруг вас люди, которые уже этого достигли, вы видите их пример. I look at each one of you and I know you have what it takes. There's no question. Я смотрю на каждого из вас и вижу абсолютно четко, что у вас все есть для того, чтобы это достичь. Это даже не обговаривается. So those are your main steps. Поэтому это ваши главные шаги. To get started. If you know how to create elite and premier, then you know how to create every rank in doTERRA. Это ваши главные шаги для того, чтобы начать. Если вы знаете, как достичь элита и премьера, то вы сможете достичь другие ранги, потому что все ранги строятся на элите и премьере. Because they're all built on that building block of those two small ranks. Потому что все ранги строятся из этих кирпичиков. And you are very blessed because you have amazing leaders who care so much about each one of you. И вам очень повезло, потому что у вас замечательные лидеры, которые заботятся о каждом из вас. I am going to name a few of them, but you know even the ones that I don't know. But obviously, Olga, Vika, Dima, Oksana, you have people who sleep, they get no sleep worrying about you. Я назову некоторые имена: Ольга, Вика, Дима, Оксана, но среди вас еще есть лидеры, которых я не всех знаю, и они о каждом из вас заботятся, переживают, не спят по ночам. This is such an incredible blessing. Many people build this business without anyone to help them. Это настолько такое большое благословение, потому что у многих людей на самом деле нет поддержки, помощи, и они строят бизнес в одиночку. This is the reason that your team is growing and that there is so much momentum, is the love and the service these leaders are giving to all of you. Именно поэтому случается рост, потому что лидеры проявляют любовь, и случается движущая сила в бизнесе. That's the end of that one. Okay, thank you. You're welcome. The next one, number 6. Какие основные регулярные действия, которые приводят к успеху и результату? То есть что мы должны делать каждый день, каждую неделю, каждый месяц для того, чтобы достичь успеха? Okay, this is such a great question because success in doTERRA is no accident. You don't fall into it. Это отличный вопрос, потому что успех в doTERRA — это не случайность. Просто так это не происходит. As the launch guide says, and I don't know what the translation is in Russian, but success is scheduled, it's planned. Как сказано в гайде «Старт», успех планируется. So follow the rule of, is it 5P that you guys call it?
Поэтому следуйте правилам 5П. Вот. 5П. Perfect. And daily, it is so important that you are putting new thoughts into your brain. И очень важно, чтобы каждый день вы могли наполнять ваш разум новыми мыслями. Because up to this point in our life, we haven't created a successful multi-million-dollar business, right? Потому что до этого мы еще с вами не создали успешный многомиллионный бизнес. So with your thoughts as they are, you're going to get no multi-million-dollar business, right? Поэтому с теми мыслями, которые есть сейчас, не удастся построить многомиллионный бизнес. So we got to change those thoughts to get that result. Поэтому мысли нужно изменить, мышление, для того, чтобы получить эти результаты. Many of you are mothers, I think. Я думаю, что многие из вас мамы. But we all, whether we are mothers or not, we all have to do laundry and dishes and all these tasks, right? Но неважно, мамы мы или нет, у нас у всех есть хлопоты домашние, стирка, посуда и так далее. So while we are doing those tasks, or while we are riding the train, or whatever it is that you're doing, you can have a book playing on your phone to help you have new, better thoughts. Поэтому неважно, что вы делаете, едете в дороге, находитесь, или стираете, гладите и так далее. Очень важно ваш разум наполнять новыми мыслями и слушать для этого аудиокниги. And this is absolutely critical. Это совершенно необходимо. Это очень необходимо. So, if your kids hear it, it's great. They change their way they think too, right? It's great. Если еще и ваши дети берут с вас пример, то это вдвойне здорово. So, as you know, the first rule of 5P is prepare, and this is you preparing your mind. Как вам известно, первое правило 5П — это подготовка, то есть мы готовим наше мышление. So the guide says belief plus action equals results. В руководстве написано, что вера плюс действие приводит к результату. And when you use your oils, и когда вы используете масла, and you change your thoughts, и меняете мысли, your actions of sharing the oils are going to be much more effective. Ваши действия по тому, как поделиться маслами, будут более эффективными. Two of my favorite books are How to Win Friends and Influence People. It sounds weird, I know, but it's great. Две моих самых любимых книги — это Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». And also The Slight Edge. I'm assuming that has been translated into Russian. Oh, it has. No, there is «Тонкая грань». Еще вторая книга называется «Тонкая грань». Да, и вторая книга Джефф Олсен «Тонкая грань». Да. Yeah, we have it in Russian. Terrific, terrific. Okay, well, hopefully the translation is good. Надеюсь, перевод хороший. But there are probably books that your leaders would recommend to listen to. So if you would rather get a recommendation from them, that is great. But definitely start something, because you've got to change your mind. Может быть, ваши лидеры еще вам какие-то книги порекомендуют, но обязательно я советую, начните вот с этих двух книг, потому что они обязательно изменят ваше мышление. The other thing that is so vital is that action that we talked about. И вторая очень важная вещь — это действия, о которых мы уже говорили. So be sure to
share the oils so you're filling your pipeline with people. Поэтому обязательно делитесь маслами, чтобы наполнять, да, чтобы был поток людей. So you need at least 3 classes a month to create an elite structure or 15 one-on-ones. Поэтому для того, чтобы выстроить структуру элита, вам нужно проводить по крайней мере 3 класса в месяц или 15 встреч 1 на 1. And sometimes it takes, you wait because you think, I have to find the perfect day, I have to find the perfect day. И иногда мы откладываем, ждем, например, мне нужно, я дождусь, вот будет когда-то время получше, там, идеальный день, да, будет идеальное время, вот тогда я сделаю. Or you think, I have to know everything before I can start teaching. Или, например, вы можете подумать, я должна все узнать, и тогда только смогу начать обучать. But let me tell you a story. I have a leader named Karina Barris. Я вам расскажу историю. У меня в команде есть лидер Карина Беррис. And when she first started doTERRA as a business, she said, I will never teach a class, I'm afraid. И когда она начала бизнес, она сказала, я никогда не буду проводить класс, я боюсь. And we said, okay, we will help you. It's okay. Мы сказали, все в порядке, мы поможем. And about 3 classes later, she wouldn't stop talking. Где-то спустя 3 класса ее уже не остановить было. So we said, you know what? You're ready to teach. Мы сказали, знаешь, ты готова для того, чтобы обучать. And she is absolutely one of the best educators on our team now. И она одна из самых лучших учителей в нашей команде. And she has an enormous team. У нее громаднейшая команда. So if you starting are afraid or you don't feel confident teaching, it will be okay. Поэтому, если у вас нет уверенности, как обучать, или вы боитесь, все в порядке, будет все хорошо. It is sometimes better not to be perfect at teaching because it looks hard. Иногда не нужно совершенство, иногда вам не нужно быть совершенным, The чтобы... more you mess up, the more they think they could do this. The more you make mistakes. Чем больше вы делаете ошибок во время классов, тем на самом деле лучше. То есть если вы делаете все абсолютно как-то совершенно, люди начинают думать, что они должны быть точно так же. То есть вы, наоборот, делаете вещи более сложными, наоборот, усложняете ситуацию. Поэтому чем больше ошибок, тем лучше. Yeah, so don't wait. Just after this call, get your planner out and schedule those 3 classes or your one-on-ones. Не ждите. После того, как закончится звонок, доставайте ваши ежедневники и внесите в расписание ваши классы или встречи 1 на 1. Perfect. Роксан, question number 7. Как вы планируете свой лидерский ранг? Okay, so this is where it's really important to have what we call a mentor call, or you can also, some people like to call it a strategy session. Очень важно для этого проводить менторский звонок, или некоторые это называют стратегическое планирование. You're going to meet with the person who is either your enroller or the most active builder above you. Вы связываетесь с вашим рекрутером или с активным строителем бизнеса, кто находится над вами. So that you can look at what you're missing and what you need for your next rank. И вы смотрите, какой объем вам нужен, да, какой объем не хватает для того, чтобы достичь следующего ранга. So if you've already had classes and you know how much volume you usually bring in from one class on average. Поэтому, если вы уже проводите классы, и вы знаете, какой объем вы можете получить с каждого класса, then you're going to multiply that amount of classes by the amount, or excuse me, divide
by what you need to get as far as volume, and that's how you know how many classes to have. Поэтому вы можете разделить этот объем на количество, на недостающий объем на количество с одного класса и понять, сколько вам классов нужно провести. So that's how I plan for rank. I meet with my upline, I discuss, I look at my missing volume, and I plan my classes. И вот так вот я планирую свой следующий ранг. То есть я созваниваюсь с аплайн или встречаюсь, мы обсуждаем, какой объем нужен, смотрим, сколько не хватает и сколько классов нужно провести. Super, thank you. And number 8. Как распознать строителя бизнеса, чтобы разместить его в нужном месте в организации? Okay, so there is a page in the launch guide. It's 14 for us. I'm assuming it might be the same page for you. У нас в старте, в учебнике «Старт» 17-я страничка. That is a very important page to understand. Это очень важная страница для проработки и понимания. If you get confused when you're studying it, then once again, reach up to your enroller or your most active builder close to you. Если какие-то сложности с пониманием, то свяжитесь с вашим рекрутером или с активным строителем бизнеса. That will help you to know what you're looking for. But the two things I look for in a builder is if they seem committed and capable. И я в строителях бизнеса смотрю, насколько они серьезны и способны. Obviously, no one knows the future. Конечно, никто не может предсказать будущее. So placement can be difficult because you are somewhat guessing. И поэтому размещение может быть сложным, потому что вы просто догадываетесь в данный момент. In the end, it doesn't matter if you make mistakes. I have worked with so many leaders who've made mistakes in their placement and have still had success. Но, несмотря ни на что, вы все равно можете быть успешными, несмотря даже на то, что вы совершаете ошибки, потому что я сплошь и рядом видела у лидеров ошибки в структуре, и все равно они были успешными. But I think about the person and their personality and where they might fit best in our family of the team. Но я думаю о человеке, о его личных качествах и где он может получить наилучшую поддержку в команде. And then I also pray because I feel like God can help me know better what the future brings. I don't know. И я также молюсь, чтобы понять вдохновение от Бога, потому что Он единственный, кто знает будущее, а я не знаю. И я пытаюсь понять по вдохновению, в каком месте разместить человека в структуре. So that's the answer to that one. It is a confusing thing to do placement, but the more you practice, the better you'll get at it. Да, немножечко сложно с размещением, но чем больше будет практики, тем лучше будет у вас получаться. Great advice. Thank you, Roxanne. Оль, сейчас у нас еще есть немножко времени. Я думаю, Вик, давай мы вопросы, которые вот у нас в чате задаются. Вот первый вопрос, я прочитаю, ты, Роксане, переведи. Роксан, we will do Q&A. Oh, okay, sure, great. So, okay, я на русском. Значит, Роксана, как вы успеваете уделить внимание детям и семье, совмещать бизнес? Сколько времени в день вы инвестируете в Дотера? Я маленько изменю вопрос, чуть-чуть изменю вопрос. Значит, сколько времени в день вы инвестировали в Дотера в самом начале, когда вы начинали свой бизнес? И сколько вы инвестируете в свой бизнес сейчас?
how do you manage to balance family and business and kids? And how much time did you invest in building doTERRA at the beginning and right now? That is a great question because when I have a lot of kids, I have 5 kids now, but I had 3 when we first started building. Очень хороший вопрос. Сейчас у нас 5 детей, было 3, когда мы стали только строить. And what I found is that I had to weave doTERRA into every moment that I could. И когда мы начинали, мы, скажем так, вплетали doTERRA в любую свободную минутку, которую только могли, совмещали. So it was I had to let my house get dirty. Поэтому иногда дом был не убран. I had to, teach my kids how to do more things themselves. Я больше учила детей обязанностям и быть более самостоятельными. I used to not go to bed with dishes in the sink. I felt like I couldn't go to bed if I had dirty dishes in my sink, but that changed when I was building doTERRA. До этого не могла пойти спать, пока не вымою посуду, но когда стала заниматься doTERRA, то и посуда оставалась немытой иногда. So that's, for me, I had to do it every chance I had, and there's not an exact number of hours that I would say I was doing it a week. I have no idea, because I was working a lot. I was working every minute I could, but I was already busy before that. Конечно, точное количество часов я вам не назову, просто я использовала каждую свободную минутку, чтобы заниматься бизнесом, но я много работала и была занята часто. And so much of doing doTERRA is just being with people that in some ways it was easy because I would just bring my children when I could, or I would be on the phone. И очень много времени я уделяла общению с людьми, встречам или просто звонкам по телефону, общению. And my sister Natalie she has more children than I do. She has 7. У моей сестры Нетали даже больше детей, у нее 7. And she never used her kids as an excuse as to why she couldn't build doTERRA. И она никогда не использовала оправдание, что у меня столько детей много, и поэтому я не могу строить doTERRA. Because, honestly, they are a reason most of the time for building doTERRA, because we get to have time freedom eventually. И вообще зачастую дети являются причиной нашего развития бизнеса в doTERRA, потому что в результате этого мы освободим время для того, чтобы быть больше с семьей. Мы будем свободны. So Olga asked, how much time do I spend in my business now? А сколько сейчас я провожу времени, развивая бизнес? And it's absolutely extremely different because for the first 5 years, I had to weave every minute of my life had to be woven around doTERRA, right? Mm-hmm. But now I could if I wanted to just say, we're going to go on a vacation for the whole month, we could. And we could say to people, we can't answer the phone, but we don't do that. We like to be involved. Первые 5 лет, конечно, я каждую свободную минутку использовала для развития бизнеса. Сейчас ситуация полностью изменилась. Например, мы можем себе позволить уехать в отпуск на целый месяц и сказать людям: все, нам не звоните, мы отдыхаем. Конечно, мы так не делаем, потому что любим быть занятыми. And now I have someone who does my dishes Monday through Friday, does all my laundry, and at first I felt guilty about that. Сейчас, конечно, у меня есть помощница, которая помогает мне мыть посуду, заниматься домашними обязанностями, стиркой, да, с понедельника по пятницу. Поначалу я чувствовала себя виноватой.
I think because I thought that to be a good mother, you have to do everything. Потому что я думала, что чтобы быть хорошей мамой, нужно самостоятельно все делать. But that's not really true because when I do everything, I'm not actually very nice to my kids. Но это не совсем, конечно, так, потому что если я буду делать все, то я тогда не буду очень доброй, да, к детям. So I feel like I'm a much nicer mom now that I have someone to help me do my dishes and my laundry. Поэтому сейчас, когда у меня есть помощница по хозяйству, я могу быть доброй мамой. So, you know, we definitely do not work the same amount of hours now that we used to, and we get to pick our schedule, and we can be at whatever we need to be for our children, and we can travel, and it's amazing. Поэтому, естественно, сейчас ситуация изменилась, она другая, мы сами хозяева своему расписанию и можем путешествовать, отдыхать, делать все, что хотим, и быть больше семьей. Это великолепно. Does that help? Ага. Вик, следующий вопрос. Как быстро у вас покупают наборы после первого знакомства? Давайте не с этого. Я хочу задать вопрос, потому что, как вы знаете, немножко Роксану Джеймса. Вопрос, как они купили свой набор? Были ли у них вообще деньги на покупку набора? Потому что очень многие считают, что в Америке на самом деле у людей денег куры не клюют, потому что там все просто, что там просто пошел, купил самый большой набор. То есть я хочу, вот, да, чтобы ты задала этот вопрос, и чтобы Роксана ответила, как они купили свой набор, где они взяли деньги, вообще откуда, вот, и, да, какой набор они купили? How did you, what kit did you enroll with? How did you get money for that kit? And there is an opinion that people in the US are rich and they can afford, big kits. So what would you say about this? Oh, that's a good one. Okay, so when we started doTERRA, we had actually had a really bad financial crisis happened in the US and in our personal lives. Очень хороший вопрос. Когда мы начали doTERRA, то в то время в стране и в нашей семье был сильный финансовый кризис. And we had built a very big home that we were going to rent out sections of so that we could live in one part. И мы построили большой дом, чтобы впоследствии его сдавать, и мы собирались жить в части этого дома. But the plan changed, and we were in so much debt, we were going to sell the whole house. Но ситуация изменилась, и мы были настолько в долгах серьезных, что мы собирались даже продать целый дом. But the financial crisis happened right at the time we wanted to sell, so the house became worth so much less than what we owed. И кризис случился буквально перед продажей этого дома, и дом обесценился практически. Роксан, just a second. Я хочу добавить, то есть он не просто обесценился, то есть они взяли кредит на этот дом, и сумма кредита, которую они должны были за этот дом, не покрылась от продажи этого дома, потому что дом очень сильно обесценился. So every credit card was to its maximum. We had borrowed money from family to finish that home. We had, every possible place that we could borrow, we had borrowed. Поэтому, конечно, у нас было много кредитных карт, и мы занимали деньги у людей, то есть все использовали источники, чтобы занять деньги. So we didn't have enough money to pay all of our bills, and we had to move into a trailer. Поэтому у нас не осталось средств для того, чтобы оплачивать все счета, и мы переехали в небольшой вагончик. Which every country is different, but in the US, there are some nice trailers,
but you still don't really want to live in them. But this one was not nice. И в Соединенных Штатах распространены вагончики. Некоторые из них довольно-таки симпатичные, но наш был не такой. And we would only use cash for anything that we absolutely could not use credit for. So we tried to get more credit cards. You know, we just did anything we possibly could. We had to put our kit on a credit card. And we got the biggest kit at the time, which was the premium kit, which is like the $500 US kit. И мы расплачивались наличными расплачивались наличными, когда могли, когда что-то покупали, а свой набор мы купили по кредитной карте. В то время самым большим набором была натуральная аптечка, где-то $500 стоила, и мы его купили... Премьер. Ну да. Купили за $500 по кредитной карте. В кредит. And I remember thinking, this is so insane. What are we doing? We're in so much debt. And now we're buying essential oils. $500 worth of essential oils. What are we doing? И я помню, это просто сумасшествие. Я помню, что я думала, это сумасшествие. Что мы делаем? Мы по уши в долгах, а еще и покупаем за $500 масла. But I am really very grateful that we did, because we wouldn't have had those oils to use and to become a product of the product if we hadn't had that bigger kit. Но я благодарна, что мы купили, я рада, что мы купили именно тот набор, иначе мы бы не стали продуктом продукта, и у нас был ассортимент разной продукции, которую мы могли попробовать. And I consider the oil seeds. When I give a sample and I explain how to use it and I follow up, it's like I planted a seed in that person, and it grows my business. И когда я делилась с маслами, и потом через некоторое время повторно связывалась с человеком, я сажала семена. And you can't plant seeds without oils. А вы не можете садить семена без масел. Роксана, а где ты брала деньги на программу лояльности? Roxanne, how did you, where did you get money to pay for your loyalty rewards program orders, LRP orders? So, sorry, Roxana, I just wanted to ask those questions. No, it's great. Also a credit card. Like that was one thing we did have, was we would just find a way to get another credit card. It's terrible. It's like terrible habit, right? But, and I don't even know what's possible in Russia with credit, but in the US, unfortunately, you can get a lot of credit cards. Even if they're just small, you can get $250, $500, and just kind of have all these credit cards. It's terrible. Да, мы оплачивали заказы по программе лояльности тоже по кредитной карте. Мы просто каким-то образом новые получали карты. В Соединенных Штатах это очень распространено. Можно завести карту на $250, на $500 и так далее. Вот по кредитным картам тоже. Как долго они были? Go ahead, Roxanne. I'm sorry. I had to keep my cash so that I could pay for the babysitters, right? So that I could go teach classes, and I had to keep, because I couldn't pay them with a credit card. And I had to keep the cash for our utilities and the rent, and right. So the things that we had to pay cash for, and we were working a job. Okay, let me be clear. We were not doing doTERRA full time. И сразу хочу уточнить, что мы не занимались doTERRA все наше время. То есть у меня была работа, и я какую-то сумму экономила и наличные откладывала, чтобы заплатить за нянечку, которая оставалась с моими детьми, когда я ехала учить класс, потому что я нянечки не могу по кредитной карте платить, или наши коммунальные расходы, да, оплачивала наличными. Does that help? Помогло? Ответила на вопрос. Роксан, когда ситуация стала меняться, то есть как долго вы покупали программу лояльности на кредитную карту, то есть когда начала меняться ситуация, когда вы начали получать деньги и расплачиваться по всем своим долгам? Roxanne, when did things start to change when you didn't have to use your credit cards and you were able to
pay off your bills. Roxanne, did you... Roxanne? Yeah. Did you hear? Она замерзла. Oh. Да, что-то у нас пропала Роксана. Roxanne? Батарейка умерла. Сейчас она подключит лэптоп и подключится к нам. Так, девчонки, ну, задавайте вопросы. То есть я задала последний вопрос, я специально задала эти вопросы, потому что, ну, наверное, вы поняли, почему я их задаю. То есть Вика, наверное, Дима, они просто постеснялись задать такие интимные, я бы так сказала, вопросы. Но я могу задать такие прям тонкие вопросы на грани. Поэтому я очень надеюсь, почему, и надеюсь, что вы поняли. Сейчас я отвечу Роксане. Да, сейчас мы просто начнем, да, на ваши вопросы отвечать. Тут я смотрю, Юля у нас такая активная, задает вопросы. Девчонки, не стесняйтесь, то есть такой возможности у вас еще долго не будет. То есть Роксана не сможет к нам подключаться каждую неделю, чтобы делиться своим опытом. Вот, поэтому используйте просто по максимуму, пока они могут нам, скажем так, пока они выделили свое время, и пока она еще нам не сказала, что все, мне пора к детям. Вот, поэтому по максимуму задавайте вопросы, не стесняйтесь. Если кто-то хочет задать вопрос, сколько у них было долгов, какая сумма была долгов, и если кто-то хочет задать вопрос, какую сумму они получают сейчас, вы можете задать. То есть если она захочет ответить, она ответит. Я вам тогда водку даю. Вот, если не захочет, она тоже найдет, что вам ответить. Ну, в принципе, как бы можете задать, если вам это интересно. То есть не стесняйтесь. То есть вы уже, я думаю, поняли, что у нас наши оплайн очень открытые люди, и, в общем-то, они ничего не скрывают. Вот, то есть говорят так, как есть. Если было все плохо, они говорят, что было, да, все плохо, то есть без всяких приукрашиваний. I think, Roxana, are you with us? Yes, so sorry. Okay, wonderful. Wonderful. Okay, I don't remember where we were. Не помню, на чем мы остановились. What were we talking about? LRP. When did things, Roxanne, when did things change when you didn't have to pay off, to pay for your LRP with your credit card, and you were able to pay all your bills? When did things change? See, I remember I left, so our first financial goal was to an extra $1,000 US a month, because that's how much that was our difference between paying our bills, and I had to go back to work part-time on the weekends while my children would sleep. At night I would work, and then I'd come home and try to stay awake and take care of them on the weekend. And so that was our first goal, was that $1,000. And I remember, I feel like it took less than a year. My husband's really better with the numbers. Sorry. Наша первая финансовая цель была заработать экстра $1000 в месяц, потому что это как раз та сумма, которую я зарабатывала дополнительно, когда укладывала детей спать, я потом шла ночью работать, на выходные потом старалась проводить время с семьей. Поэтому это то, к чему мы стремились, лишние $1000 в месяц. Не лишние, дополнительные, наверное. Да, дополнительные. So I don't remember feeling absolute relief at that point, because we still were very restricted financially, but I didn't have to go to that job anymore. Но когда наступил тот момент, я очень почувствовал большое облегчение. Это не значит, что мы были финансово уже самостоятельными, но это было гораздо проще нам. So absolutely, that felt so much better, and I could spend time on the weekends building doTERRA. И как раз у меня освободилось время на выходных для того, чтобы я могла уделить
больше внимания другим. The light is terrible. I'm sorry. Hold on. Go ahead. Any other questions? Да, следующий вопрос. Я читаю, Дим, ты тогда переводи. Давай. Так, как быстро у вас покупают наборы после первого знакомства с маслами? То есть, как быстро регистрируются люди после первого знакомства с маслами? Сколько встреч в среднем должно быть между знакомством и результатом? How fast do you enroll people after the first class? After first sample, after first introduction to the oils. The oils. It really depends on the person, I find, but I have an attitude of they will enroll at some point. И я просто верю, что рано или поздно человек подпишется. Обязательно, всегда подпишется. So for me, sometimes I sample someone and they come to a class and they enroll there and it's that fast. Иногда бывает, я даю кому-то пробник, они приходят на класс, сразу регистрируются, бывает это очень быстро. But there are other times where it takes months and months, and I remember. Go ahead. Иногда на этот процесс уходит. I remember one of my friends, I went to church with her, and I sampled her with the oils, and she even had a really great experience. Одна моя подруга, мы с ней вместе ходим в церковь, я ей дала пробнички, ей очень понравились масла, у нее был очень хороший опыт. And I told my husband after I met with her, she is going to be an amazing builder. И после того, когда я с ней встретилась, я сказала мужу, она будет очень сильным лидером, она будет строить бизнес. At that time, though, she had no idea she was going to be, but I could see it. Но в тот момент она даже сама себя не видела еще в этой роли, но я уже видела ее лидером. But she took so many different product experiences. I think she had a year's worth almost of product experiences before she decided to build. И она пробовала разные продукты. Наверное, ей потребовался год для того, чтобы она наконец-то стала строить бизнес. So don't give up, because people will take time sometimes. It's okay. Не сдавайтесь, иногда людям потребуется больше времени, это нормально. You just be there when they need you. Просто будьте рядом, когда им нужна будет ваша поддержка. Хорошо, следующий вопрос. Роксана, через какое время после покупки набора, после вашей регистрации, да, у вас была первая регистрация в вашу команду? Okay, Roxanne, when did you have your first enrollment after you enrolled? Oh gosh, well, James was enrolling everyone at first for like at least the first 9-10 months. Первые 9-10 месяцев Джеймс подписывал всех. The first people I can remember enrolling was probably around a year after I had made that decision that the oils work, and I can see this. Is this? I'm sorry. Is this your personal enrollment or James? Oh, so this is like when I started helping him, right? But he enrolled people immediately and was, that's why we are founders in the U.S. market. Okay. Джеймс стал подписывать людей моментально, сразу после того, когда они открыли аккаунт. И вот почему мы стали основателями в Америке. Для меня потребовался год с того момента, когда я поняла, что масла работают, до моей первой регистрации. So he was calling people, saying, like, friends, of course, people we know. Он звонил друзьям, тем людям, с кем мы уже были знакомы. And he would say, I know you don't know what essential oils are, but they're amazing. And if you'll just pay $500 for this kit, if you don't like it, I'll buy it back.
он говорил, я понимаю, что ты не знаешь, что такое эфирные масла, но они просто удивительные. То есть тебе надо купить набор за $500, и все будет отлично. А если тебе они не понравятся, я его у тебя выкуплю назад. And we didn't have the money to buy them back, you know, so it's kind of scary. Мы не хотели, конечно, выкупать эти наборы. У них не было денег, чтобы У них не было денег на то, чтобы выкупить их, и мы боялись. Like, I think a year later, maybe 2, we had one friend that he had sold it to that never opened it, and we bought that and used it for samples. Наверное, через год один из наших друзей вернул нам набор, он его так и не открыл. Мы его выкупили обратно и потом на пробнички пустили его. So crazy, you know, you can accomplish it in some crazy ways. Вы можете достичь своей цели какими-то сумасшедшими путями. Okay, next few questions, Роксан. Так, ваши лидеры в первой линии — это ваши знакомые или те, кого вы раньше не знали? Are your first line builders, first line, are your friends or people you didn't know before? Who are the leaders on your first line? Friends or people you didn't know before? Great question. So we had moved to an area where we actually didn't know anyone when we started doTERRA. Мы переехали в то место, где мы не знали никого, и мы там стали строить бизнес doTERRA. So I could have used that as an excuse not to do it. Я бы могла использовать это как оправдание, чтобы не заниматься этим. But one of our front line is Karina Barris, who is a mom I met in that area. It was one of the first friends I had in that area. Одна из наших лидеров первой линии — это Карина Барус, мама, с которой мы познакомились в том месте, куда мы переехали. And she just started with using the oils because she had a shoulder that was hurting. И она стала использовать масла, потому что у нее было больное плечо. So it wasn't like she decided to build right away or anything. Она не решила строить бизнес сразу. But besides that, some of our other frontliner friends, yes, we also have one frontline who we did not know before, that was literally just attracted to us, and yeah. Некоторые лидеры в первой линии, да, были нашими знакомыми. Один лидер даже просто пришел к нам, мы его не знали. One of our frontline is someone who she worked with us in that other network marketing business that I mentioned. Одна из наших лидеров в первой линии работала с нами в другой сетевой компании, которую я упоминала. And we both knew that we wanted to work with her, but she said no so many times. Мы с Джеймсом очень хотели с ней вместе работать, но она все время говорила нет. It wasn't until we literally showed up at her front door. В какой-то момент мы просто пришли к ней домой. And forced ourselves inside her house. Просто навязались своим визитом к ней домой. And then we gave her an aroma touch technique on her back. И мы сделали на ней ароматач. And she literally couldn't say no at that point. И просто в тот момент она не могла уже отказаться. So, you know, she wasn't necessarily like part of our family or someone we talked to all the time. She was an acquaintance and a business partner before. Она не была нашей знакомой, другом, просто мы знали о ней из другого бизнеса. And that one, I remember taking a lot of my faith to do that because I hate bugging people like that. Я вообще очень не люблю навязываться,
И мне потребовалась большая вера для того, чтобы достичь этой цели, чтобы подписать ее. But that is the power of the oils. You know, Ну she вот, could say no, she could say no, she could say no, she could say no until they were on her back, and then she couldn't say no anymore. вот сила масел. Она говорила нет, 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 пока она просто не почувствовала их эффект, и она сказала да. Okay, next question. Сколько было, много ли вы делали холодных контактов? Did you do cold contacting a lot? How many? Yes, we did a lot of what we'd call booths here in the US, or where you would sign up to take a table to an event and, you know, have your oils out and talk to people. Да, мы очень много участвовали в выставках, мы ставили столики на разных мероприятиях, где можно было общаться с большим количеством людей. And we didn't really have any money to do those, so we would find ones that were very affordable. У нас не было денег для того, чтобы платить за все эти выставки, поэтому мы участвовали только в тех, которые мы могли себе позволить, более дешевые. Yeah, later in our business, we had people in our team come to us and say, I want to do this very expensive trade show. Потом, когда мы уже построили бизнес, люди делились с нами, что я хочу принять участие в какой-то очень дорогой торговой выставке. Can you help me pay for it? And we wouldn't see any results from it. So it doesn't mean that because you pay for a really amazing booth, you're going to have better results. И они просили нашей финансовой помощи, мы платили, но мы не видели никаких результатов. То есть выхлоп не влияет, не зависит от того, насколько дорогая эта выставка. Sometimes even just small little community events, you'll have more effect because you'll be able to talk to people one-on-one and it won't be so crowded. Может быть, даже какая-то местная выставка, там, встреча, где вы можете пообщаться с людьми один на один, где не очень много людей, будет более эффективно. How fast did you become elite, silver, gold, platinum? Okay, let's see. So like I said, James you had to be a US founder, you have to be gold. Вопрос был, как быстро вы продвигались в рангах элит, премьер, серебро, золото, платина. Для того, чтобы стать основателем в Америке, надо было быть в статусе золота. And so he took us to gold right away. I think he reached that within maybe 3 months and then held it for 3 months. И он очень быстро достиг золота, наверное, через 3 месяца, и потом в течение 3 месяца он был в этом статусе. And while during that 3-month period, of course, we were sharing, so we kind of skipped platinum. We just went straight to diamond from gold. И в течение этих 3 месяцев мы делились, поэтому мы как-то проскочили платину, мы сразу сделали бриллиантом. So, like I said, he's better with the dates, but I feel like by a year we were diamond, but it might have been a little longer. Я думаю, что, наверное, год, может быть, немножко дольше нам потребовалось, чтобы стать бриллиантами. I'll have to ask him exactly, but I do know that we kept progressing, right? We kept building, kept doing the same thing over and over, sharing the oils. Но мы всегда двигались вперед, мы развивались, мы делились маслами, и в этом был успех. And that leader I told you about, that we, forced ourselves in her house and gave her an aroma touch. She was the one that took us to Blue Diamond. She was the piece of that puzzle. Вот та женщина, к которой мы навязались домой, она помогла нам стать голубым бриллиантом, то есть ее нога. Вы получили результат Serenity, то есть ребенок стал спать днем. А как вы стали рассказывать людям о маслах, если вы абсолютно ничего не понимали в ароматерапии? То есть просто на эмоциях
То есть без рассказа, из чего состоит это масло и почему оно такое дорогое. So you got the result with serenity. Your child started to sleep during the day. And how did you start telling people about the oils, sharing the oils, when you didn't know anything about aromatherapy, you know, what the oils consist, what the oils, you know, were for? Did you share emotionally, or did you share your result? Did you, сейчас без рассказа, из чего состоит масло и почему оно такое дорогое. Did you mention what the oils consisted of and why it was so expensive? No, I really, you know, used my story very much, and I think that's what made it powerful. Я рассказывала мою историю, это то, что сильно было сильно. Because it made people think, oh, well, if it could do that, then maybe it could help me. Потому что люди думают, если это помогло тебе, наверное, это поможет мне. So, yeah, nothing about composition of the oils. Поэтому это просто комбинация вот этих всех элементов. Roxanne, 2 more questions, and I think we will let you go. I love it. We're good. Okay, sounds great. Так, когда вы сейчас, что вы говорите сейчас, когда вы звоните первый раз человеку или пишете ему, который еще не знаком с маслами? So when you're contacting a person who is not familiar with the oils, what do you write him or tell him? It's your first contact. What do you say now to this person? Well, I usually just say, have you ever heard of essential oils? Я просто говорю, ты когда-то слышала о эфирных маслах? And that tells me where to go from there, right? И потом, исходя из ответа, я уже понимаю, в какую сторону вести дискуссию. And at the beginning, many people hadn't heard of essential oils. И если в начале, конечно, люди не слышали о маслах, And so I would say things like, oh, well, you know peppermint. я скажу, ну, ты, наверное, знаешь масло мяты? There is an essential oil that is basically from the peppermint leaf, and that would give people an idea of what I was talking about, or lavender. И я говорю, вот масло мяты получается из листочка мяты, из растения. Или пример с лавандой. Вот так люди начинают понимать, что такое эфирные масла. And then I would just say, have you ever thought about using them for health purposes? Потом я говорю, а вы когда-то задумывались, чтобы использовать их для здоровья? And most people would say no. Большинство людей говорит, конечно, нет. But they would usually ask me a question after that, like, what would I use them for? Потом они говорят, подожди, а как их можно использовать? Для чего? And then I would just say, well, they work from anything to headaches, to a cold, to burning yourself at the stove. Я просто говорю, очень широко их можно использовать и от головной боли, от простуды, от ожогов. And they would see the reason to use them, you know, from just those simple. So I try to talk less and listen more. А они просто потом видят способы, как можно применять масла. Я стараюсь меньше сама говорить, а больше слушать их. And then that tells me what they need an oil for, right? И потом я понимаю, для чего им нужны будут масла. Сколько в среднем встреч, классов проводили в неделю на пути к бриллианту? When you were building your team and you had a goal to hit diamond, how many meetings, one-on-ones did you have per week? Any meetings. Oh my gosh. Your classes. It was so busy. Мы очень были заняты. I remember thinking, I can't believe I'm doing this. Я просто помню себя и думаю, я вообще не представляла себя этим заниматься. Because we would do, 3
3 classes a week, right? So I'm telling you to do 3 classes a month. То есть я вам говорю делать 3 класса в месяц, а мы делали 3 класса в неделю. And then, of course, within the 3 classes, there would be a one-on-one or 2 one-on-ones or, you know, whatever. We just were craziness. И потом между этими классами были личные встречи, то есть мы постоянно были заняты, это просто сумасшествие было. But some of you are already in that place of that type of activity. And those of you who aren't, don't be afraid of it. Наверное, некоторые из вас сейчас находятся в этом состоянии, вы настолько заняты, это тяжело, но не бойтесь этого. А если нет, то не бойтесь. А если нет, не буду. The human body is very resilient. Человеческое тело очень выносливое. And we can actually, our capacity is much greater than we actually think it is. У нас гораздо больше способностей, чем мы используем наши ресурсы. See, I'm alive. Я жива, видите? Okay, Roxanne, how many questions would you take? They just keep coming. Great, that's great. I should check in with James and see. I know he has some calls, so let me find out how he's doing. He's taking care of the baby. Hold on. Probably let's do 10 more minutes. Okay. 10 минут у нас еще. Okay. Так, вы всегда начинаете с масел, то есть предлагаете людям масла, или некоторым сразу предлагаете бизнес при первом контакте? When you're first contacting a person, do you share the product first or business opportunity? I would say 85% of the time I share the product, but there is 15% when I share the business. 85% это о продукте, 15% о бизнесе. And interestingly enough, I would say 80% of our business is consumers and 20% is builders. 80% нашего бизнеса это просто покупатели, 20% это лидеры, те, кто строит бизнес. So they're similar percentages. Поэтому в команде сохраняется такая же процентовка. Откуда вы берете людей на класс, откуда они узнают про классы? How do you find people for classes, and how do they know about your classes? Great question. So I still to this day just talk amongst my friends, right? I do social media, but it's not as effective for me when it comes to classes. I just personal invitation, make new friends, go to new places like new mommy group, new gym, new whatever. До сегодняшнего дня я просто говорю людям о маслах. Я не очень много использую социальных сетей, я просто общаюсь с людьми в новом спортзале, в новом каком-то клубе для мамочек, то есть я всегда стараюсь говорить о маслах. Завожу знакомства и личное приглашение. Ну и, наверное, последний вопрос, да, больше не вижу. Если не секрет, Роксана, какой у вас сейчас доход в месяц? Roxanne, if it's not a top secret, how much do you make right now? Monthly. Monthly, yeah, monthly. Gosh, you know, sometimes I hate talking about that because it blows people's minds. It's like, you know, that's why the $1,000 first initial goal we had is easier for people to hear. Я не люблю говорить о таких темах, потому что это просто взрывает мозг людей, поэтому, когда я вам говорил о нашей первой финансовой цели, чтобы заработать дополнительные $1000, это более понятно. And our brain is literally set up to have judgments about people who make certain amounts of money. Просто наш мозг так устроен, что мы
делаем определенные умозаключения о тех людях, которые зарабатывают большие деньги. So we either, if we hear a number that's higher than we can understand, Если мы слышим цифру, которая больше того, что мы себе представляли, we either think they're lying, мы думаем, или они обманывают, or that this must be some sort of dishonest thing because someone could never make that much money from и мы something. думаем, наверное, что-то не так. На самом деле, ну, в действительности они не могут заработать столько. But I will tell you that it's over $100,000 a month. Но я просто скажу, что это больше $100 000 в месяц. So I would never have thought that was possible in a million years when we started. Миллион лет я бы не подумала, что это вообще возможно когда-то нам зарабатывать такие деньги. I didn't even think $1,000 was possible, honestly. Честно говоря, я даже не думала, что $1000 заработать было реально. So one book that would help you is called The Magic of Thinking Big. Одна книга, которая может помочь вам, это «Чудо того, как думать широко». Because I understand now that there is actually so much money to be had. So, Roxanne, can you repeat? Yes, I understand now that there is actually so much money to be had. Like there's money out there. Yeah. Сейчас я понимаю, что есть очень много денег в мире, которые доступны. But my mind was so closed to it, I couldn't even believe it was possible. So believe, it's there for you. Но мой мозг просто был закрыт к этому знанию, я не могла поверить, что это возможно, поэтому верьте. Кто автор книги? Дэвид Шварц. Я посмотрела, Дэвид Шварц. Is David Schwartz the author of this book? Yes. David Schwartz. Magic of Thinking Big, yes. And especially if your team does the strengths and they know what those are, but like if you have futuristic or some of those in your top 5, that'll come naturally to you. The rest of us, no. Особенно, когда вот у вас, например, в команде есть лидеры, которые имеют определенные сильные стороны, они сделали тест на 5 сильных навыков, то есть эта книжка очень, этот принцип очень откликнется у них. Roxanne, last question from me, okay? Okay. So you have tons of money, and like how do you spend it? Like, what is the percentage you keep to yourself? What is the percentage you donate? Because I know that you are a crazy generous person. And when you donate money, so how do you choose a charity? Вопрос от Ольги. Роксан, у вас очень большое количество денег. Как вы ими распоряжаетесь? Какой процент тратите на себя? Я знаю, что вы очень активно занимаетесь благотворительностью. Как вы выбираете благотворительную организацию? So that's a really interesting question. Great question. There are so many charities out there. Oh my goodness. Очень хороший вопрос. Есть очень много хороших гуманитарных организаций. So what we try to do is the ones, we feel like the ones that doTERRA has lined up are really ones that have been researched very well. Мы доверяем тем, которые уже отобрала doTERRA, то есть она их проверила очень хорошо, эти компании. And we're very, we like when a charitable cause asks for the community to help, meaning not just go in and donate a bunch of things and then not get participation from the community. Нам нравится, когда не просто деньги передаются в гуманитарную организацию, а когда сообщество тоже принимает какое-то участие в этом. As well as education type scenarios that change
the mindset, just like we change our mindset for this business, we change the mindset of the people that are struggling. И те проекты, которые меняют сознание человека, потому что мы должны были поменять наше мышление для того, чтобы строить бизнес. Because that is the power, right? So we use mainly those places to donate. Потому что это то, что создает вот эту силу. Поэтому мы выбираем подобные проекты. Besides charitable donations, here in the U.S., we spend a large amount of money on taxes. Кроме гуманитарных расходов в Америке мы очень много тратим на налоги. And it's beautiful because the more money you make, the more money you pay. И чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты платишь налогов. But that's okay because there's still enough left over. Нормально, потому что остается еще достаточно. So we also have the money to put our kids into a private school. That is very good. У нас есть деньги для того, чтобы оплачивать детям хорошие частные школы. And then we have been able to create a farm type experience on our property. James has probably talked about the animals and some of the things that he's invested in there. И мы тоже смогли сделать ферму. У нас есть животные, о которых, наверное, Джеймс уже говорил. And you know, we have a few nice cars. Like we don't drive Ferraris or anything, but he did buy a BMW. У нас есть несколько хороших машин, не Феррари, конечно, но он на BMW ездит. So, you know, he's finally putting in the pool that he's wanted his whole life as well. То есть он просто мечтал об этой машине всю свою жизнь, наконец-то он может себе ее позволить. How old are you, Roxanne? I am 20. Just kidding. No, I'm 45. Мне 45. Но в душе 20. Let me guess. Does that say you don't look it? Okay, Roxanne, final question. I swear it is final question. So what's your $1 million advice to all of us? Последний вопрос. Какой совет на $1 миллион для всех, для нас? This was hard because I have so many $1 million questions. Okay, the best one. Потому что таких вопросов много, конечно. But that leader that I mentioned, Karina Barris. Но тот лидер, о которой я упоминала, Карина Беррис. The one who said, I will never teach a class, I'm too afraid. Та, помните, которая сказала, никогда не буду вести класс, потому что боюсь. I remember that one of the things she said to me was, I am going to wait to make a decision on whether doTERRA will work for me. Она сказала, я подожду и приму решение, нужна ли мне doTERRA, подходит ли мне doTERRA или нет. Because I'm going to give it everything I've got for 2 years. И я все отдам в течение 2 лет, все, что у меня есть этому бизнесу. I'm going to give it as much time as I possibly can, which means a lot. Я буду уделять этому бизнесу максимально возможное время, которое я только смогу, а это значит много. I'm going to put all my energy and any money that I can possibly, and in her case, she had to go into debt to build doTERRA too. И я уделю энергию и инвестирую деньги, а в случае с Кариной у нее тоже были долги. And she said, I'm going to do that for 2 years, and then I'm going to decide if I'm going to stay in doTERRA or not. И она сказала, я подожду 2 года, и поработаю, 2 года, и потом решу, буду ли я дальше заниматься или нет. Я немного подкорректирую. Не просто поработаю, а я вложу все свои силы в бизнес с doTERRA. Hi, James! Я вложу все свои силы, какие у меня есть в doTERRA, в течение 2 лет, и только после этого я решу, подходит мне doTERRA или нет. And I just thought that was so brilliant because sometimes we make the decision, you know, every week, right? Like, oh, it's hard this week. I don't want to do it anymore.
И я считаю, что это вообще прекрасный был подход, потому что часто мы, даже каждую неделю у нас меняются решения, то есть мы даже можем подумать, все, для меня слишком сложно, я не буду этим заниматься. But with her doing that and deciding that, at the end of 2 years, she was making $50,000 a year, so not a month, okay? Like that's normal at a 2-year mark. И в случае с Кариной через 2 года она зарабатывала 50 тысяч в год. Это нормально через 2 года выйти на такой доход. And she said to me, that income, it's not millionaire income, but she said, this is income of a good job, like a teacher position, which is not paid very well in the US, but it's nothing to shake a stick at. I don't know what the expression is in Russian, but that's what she said. Она сказала, это хороший доход. Конечно, это не доход миллионера, но все равно хороший доход — это годовая зарплата учителя. Не очень много, но достаточно. Roxanne, this is a millionaire in Russia. It is over 3,350,000 rubles in Russia. And this is an amazing income. It's like, holy cow, amazing income. So let me say it in Russian. Я на самом деле посчитала, да, для вас $50 тысяч в год, извините, это 3,350,000 в год. То есть человек стал зарабатывать эти деньги, когда она отдала полностью все силы в свой бизнес, через 2 года она стала зарабатывать эти деньги. Ну, то есть для России это деньги просто великолепные. Yeah, so that's my $1 million advice is decide that you're going to give everything you've got to doTERRA for 2 years and it will pay you off tenfold. It will pay you back. Поэтому вот мой совет на миллион. Примите решение, что в течение 2 лет вы отдадите все этому бизнесу и получите награду в 10 раз больше. And my hope is that after that 2 years, you will see that everything you've put in, just like Karina, has been worth it and then some. And her income has grown tremendously in her business and her ability since then. И так же, как Карина, вы убедитесь в том, что это стоило того. Сейчас ее доход гораздо выше, и она сама развила много способностей. Кстати, я еще перевела, тоже переведу вам доход $50 тысяч, да, то есть если мы считаем по статусам, то это статус золота. То есть это всего лишь статус золота, который абсолютно реально достичь, особенно сейчас в России. И мы с вами говорили на предыдущем звонке, что нужно для того, чтобы стать золотом. То есть насколько это просто. Ольга mentioned that it's gold, status leadership rank is gold, and we talked about this at our last team call and how achievable it is, how real it is. It is. It's absolutely achievable. And in many other companies, the amount of volume you have to reach the income that doTERRA creates it's so much more volume. It's crazy. We're so blessed. Да, это абсолютно реально. В других компаниях для того, чтобы достигнуть такой ранг, нужно гораздо больше объема. Но в doTERRA совсем наоборот. Well, Roxanne, thank you very much. I think it was amazing. What, 2-3 hours? My pleasure. I just love all of you, and I'm so glad that you're here, and I can't wait for the years to come. Some great stuff ahead. Спасибо большое. Мне очень радостно было быть с вами на звонке. Люблю вас и желаю вам успешного... Я с нетерпением смотрю в будущее, в те годы, которые будут у вас. Thank you, Roxanne. Thank you so much. Thank you, James, and we are waiting for you to come to Russia in April. I'll see you in April. Увидимся в апреле с Джеймсом. Okay. And James is going to do that thing with the ice, you jump in the water, the cold, that's ice baths and
peppermint and eucalyptus. Джеймс сказал, что он хочет искупаться в проруби, когда приедет. And what's that drink that tastes like beer? Квас. 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 You got too. Будет пить квас. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.